Интернет-газета «Реальное время» представляет новый проект «Побег из города». Мы составили свой туристический маршрут для путешествий по Татарстану. А проехать его пригласили журналиста из Уфы Оксану Мамонтову и историка инженерии Айрата Багуддинова. Оксана ищет эмоции и впечатления, а Айрат — историческую ценность. Целую неделю они были в пути и каждый день подводили итоги увиденного, чтобы поделиться впечатлениями с читателями реального времени. Оксана, я весь в предвкушении, потому что мы отправляемся в удивительное место. Булгар — это один из древнейших городов Волжской Булгарии. Там множество сохранившихся построек 14-15 веков, мечети, минареты. Отлично, вот туда и пойдешь. Я, честно говоря, не хочу опять в эту твою скучную историю, вот эти старинные музеи. Можно я скажу, там есть верблюжья ферма, вчера почитала, так классно вообще, там можно на верблюде покататься, даже верблюжье молоко попробовать. Так что я туда, а ты давай в свой музей. Ну хорошо, как хочешь. Тогда потом по дороге в Чистополь обменяемся впечатлениями. Ну хорошо. Как и в старые добрые времена, я поднялся на вершину минарета. Но не чтобы петь азан, а чтобы осмотреть город с высоты птичьего полета. Где-то там Оксана на верблюжьей ферме, но у меня есть дела поважнее. Это сердце средневекового Булгара. Туда и отправимся. Если вы думаете, что памятники Булгара пришли в такое состояние из-за средневековых войн, вы не правы. Одному из первых высоких гостей в здешних местах, Петру Великому, показали 70 памятников, а сейчас вам покажут только 7. Все очень просто. За последние 300 лет местные жители разобрали их на хозяйственные постройки. Сегодня сохранившиеся памятники встречают нас в несколько освеженном виде. Но реставрация довольно гуманная. Ниже красной линии старые камни, а вот выше уже новодел. Но он помогает нам представить себе, как все это выглядело в средние века. Когда смотришь на все эти мечети и мавзолеи, возникает вопрос, а как же жили простые булгарцы? Вот и сейчас иду по средневековой улице, а вокруг меня остатки домов. Жили они в вот таких вот маленьких избах курных, то есть печи дымили прямо в помещении. Верблюжья ферма работает круглый год, и туристы могут попасть сюда в любой день с 8 утра до 8 часов вечера. При этом детский билет стоит всего 100 рублей, а взрослый – 150, а также действует обширная система льгот. Верблюды живут как в гареме, и на 25 особей у них всего один самец. Интересно, что за всем этим огромным стадом ухаживает всего пара человек. Верблюды очень любят детей, поэтому приезжать сюда нужно обязательно всей семьей. Для туристов существует зона отдыха, в которой можно провести целый день. Отдохнуть, поесть национальных блюд и просто погрузиться в атмосферу Средневековья. На этой ферме можно даже покататься на верблюдах. При этом обзорный круг очень большой, а цена невелика. Кстати, верблюды очень умные животные. Если вы чем-то его обидите, то вот в такой позе он может пролежать около 2 недель, и вы никак не уговорите его встать. Отмечу, что если вы при этом подружитесь с верблюдом и, приехав сюда через год, через 2, он обязательно вас узнает и подойдет поздороваться. Давайте же проверим, нравлюсь ли я этому верблюду и согласится ли он встать. Малыш, чок!
Похоже, я понравилась этому гигантскому малышу. Знаете ли вы, что все верблюды родом из Северной Америки? Вот только в какой-то момент одногорбые верблюды ушли жить на восток, а двугорбые верблюды на северо-запад, потому что у них более плотная и густая шерсть. Более подробно об этих замечательных животных вам расскажут экскурсоводы, влюбленные в свое дело. Здесь на ферме можно попробовать и настоящее верблюжье молоко. Оно очень полезно для повышения иммунитета и, кстати, не вызывает аллергии даже у тех, у кого есть чувствительность к лактозе. Верблюжье молоко может храниться на протяжении 2 недель без холодильника, и из него не производят ни кефир, ни творог, потому что там нет процессов брожения. Верблюжье молоко очень дорогое, потому что метод его добычи крайне трудоемкий. Самка, кормящая детеныша, дает всего 500 граммов в день. Но каждый приехавший сюда турист может попробовать буквально несколько глотков за небольшие деньги. Вы знаете, у него очень необычный вкус, чем-то напоминает, наверное, парное коровье молоко, но я не могу сказать, что это что-то странное и, на мой взгляд, очень вкусно. Ну и напоследок. Здесь можно купить себе верблюжонка в пределах 120 тысяч рублей. По заверениям работников фермы, это животное заменит вам кошку, собаку, лошадь и даже газонокосилку. Но для тех, кто хочет посетить это место, полезная информация. Прямо за моей спиной расположен палаточный городок со всеми удобствами аж на 30 тысяч мест. Но я пойду посмотрю, как там дела у Айрата. А есть где-нибудь еще сохранившиеся булгарские города тут? Известно по русским летописям, по восточным летописям 11 болгарских городов. Но крупнейшие мы знаем, значит, это город Болгар, Биляр, Сувар, Джикотау, Тувулгатау, Старый Казань и еще Кельменчук. Вот это города Ашель. Вот эти города известны, ну, конечно, архитектурные памятники там сохранились, но археологические объекты, конечно, очень интересные, особенно вот эти билярские городища. Когда оказываешься в ханской мечети, все-таки видишь, что многое здесь новое. Такое ощущение, что вот кладка уже новая, но колонны совершенно точно. Вот зачем это было сделано? Вот знаете, первоначально вот этих колонн практически не было, но во время раскопок было обнаружено колонны вот первой планировки, вот видите, значит, там дальше, и второй планировки. Это сделанные из легкого туфа вулканической породы и восьмигранные. И человек, значит, посетив вот в последнее время, значит, мечети, не могут представить, что это такое. И поэтому надо было, конечно, вот эту анфиладу показывать, значит, ряд вот таких колонн показывать, значит, и, но все равно сохранили свою древность. Вот возьмите, значит, угловые башни. Они сохранились практически до уровня 5-6 метров. И здесь мы видим, вот в той части, например, видим, чтобы разрушений не было, снаружи, конечно, была сделана такая надкладка и защитная кладка. Что, как там твои верблюды? Ты знаешь, мне очень сильно понравилось, и мне почему-то все время люди говорили, что от верблюдов очень сильный запах исходит. Но на самом деле там абсолютно не пахнет ни от самих верблюдов, потому что они очень чистоплотные животные, ни от фермы, то есть как вот в коровниках, в курятниках пахнет. На верблюжьей ферме совершенно нет никакого запаха, это меня очень сильно удивило. Я на самом деле в восторге, удивительные, умнейшие животные, очень круто. Я, знаешь, даже немножко себе завидую, что я сам не попал, потому что к исторической части булгар у меня такое двойственное отношение. С одной стороны, их люблю, потому что старина, история моего народа, а с другой стороны, недолюбливаю, потому что там много новодела, которое выглядит немножечко так диссонирующе. Но сегодня, кажется, мне удалось, потому что было утро, мало народа, погода такая еще медитативная. Я почувствовал себя
единении с этим местом я почувствовал себя попавшим вот в древний Булгар, представь себе. А куда мы сейчас поедем? А мы, кстати, отправляемся в еще один древний город. Он называется Чистополь, но находится на месте булгарского города Джукитау. Ну и в современном Чистополе есть что посмотреть. Это тоже милый купеческий городок. Айрат, а ты вот этот фильм смотрел? Оксана, ну ты сейчас все деньги на интернете истратишь. Да ты не переживай, у нас же от МТС тариф Smart Non-Stop. Нам на всю поездку спокойно хватит. Ах, если бы глаза ее на деле переместились на небесный свод, при их сиянии птицы бы запели, принявши ночь за солнечный восход. Айрат, опомни, из тебя что, в машине укачало? Оксана, ну где твоя романтичная натура? Включай ее обратно. В этом городе же Борис Пастернак работал над переводом бессмертной пьесы «Ромео и Джульетта». Ну хорошо, тогда я тебя оставлю наедине с произведением, над которым не властно время, а сама отправлюсь в то место, где это самое время умеют контролировать. Пока Айрат занимается поглощением пищи духовной, я решила провести время там, где это самое время тщательно обтачивается и заключается в механизмы. Ведь приехать в Чистополь и не посетить знаменитый часовой завод «Восток», который еще в советские годы был перевезен сюда из Москвы, было бы плохим тоном. Тогда здесь производилось около 280 тысяч часов в месяц. Сейчас это количество сократилось до 17 тысяч. Всем нам известен завод «Восток» по командирским и адмиралским часам. Но, кроме этого, здесь производится еще около 400 наименований других часов. Сейчас я нахожусь в цехе трибоколесного производства. Здесь механизмом нарезается резьба. Но этапов производства часов настолько много, что все их обойти мы не в состоянии. Поэтому я расскажу вкратце. Отсюда детали направляются на покрытие, после этого возвращаются обратно, собираются в узлы и после этого отправляются на сборку часовых механизмов. Это главный цех, святая святых всего часового производства. Здесь абсолютная чистота. Именно сюда стекаются детали и узлы со всех производств, собираются в механизмы, настраиваются, укладываются в корпуса, еще раз настраиваются и отправляются на испытания. А потом часы поступают в продажу. Людям из мегаполисов очень нравится бывать в нашем городе. Почему? Потому что только у нас еще сохранились домики в 2 окна. На подоконниках стоят глиняные горшки с геранями. Около ворот стоят цветы стройной мальвы. У нас можно насладиться вот этим вот местным колоритом. Город летом особенно очень красив, зеленый. Естественно, наше богатство – это река Кама, которую невозможно не отметить.
Про удивительную купеческую атмосферу совершенно точно, потому что мы приехали и тоже почувствовали себя немножко так в конце 19 века. Очень хорошо сохраняется застройка. Какие еще, может быть, у вас какие-то есть бренды, фишки, которые вы двигаете именно? Вы знаете, с прошлого года мы начали туристам предлагать литературно-музыкальную программу. При нашем Чистопольском музейном заповеднике довольно-таки успешно действует ансамбль «Зеленый берег». И под, так сказать, звуки гитары исполняются романсы на стихи Бориса Пастернака, Марины Цветаевой. И туристы, уже нацеленные на получение вот такого эстетического удовольствия, они, естественно, отмечают вот это наше нововведение. И вот эта программа, она пользуется большим успехом у наших туристов. То есть, можно сказать, что литературный Чистополь – это один из главных брендов, как сейчас принято говорить, города. Да, безусловно, потому что наш музей-заповедник, он не только историко-архитектурный, но он еще литературный. И со статусом литературный он единственный в Республике Татарстан среди многих. В Чистополе, правда, очень хорошо сохранилась архитектурная среда конца 19 века. Чувствую себя в маленьком провинциальном купеческом городке. Просто полное погружение. So how did it happen that you came to Chistopol and Pasternak's museum? Do you have any special interest in Boris Leonidovich? I guess not many foreign tourists come to Chistopol. But I knew that Chistopol was close to Kazan and Russian watch collector and fan. Okay. I knew if it's so close, I cannot leave without visiting the city of Vostok. But how did it happen that you started to collect Russian watches? Because the Russian watches are special, because they come from a times and from a country where profit was not the main idea in order to make something. They were made to last and to have a purpose. And in that sense, I think they were better than other Western countries. And actually the Russian watches, they were not that bad, because you could find them in many other brands in UK or in Germany, like Seconda, they were many popular. If you open a Seconda watch from the 60s, 70s, you can see inside made in USSR. So how big is your collection? Shouldn't say that because my wife is around and will kick me. It's around 100 watches. Oh, that's quite cool. I think not that many Russians can boast that collection. And about the city, how did you like the city in general? Well, I didn't see that much, but we went to the museum of the city and we learned that it was an important trade point along the Kama and the Volga. I really like that you have many houses from the pre-revolutionary times. You know, the brick houses with 2 stories, that was in a very eclectic style. I really like it. Thank you so much, Miguel. Thank you very much. It was a pleasure, and for me it's an honor to be host here in the Boris Pasternak house in Chistopol in Russia. Я устал. Я ужасно устала. Я думаю, давай здесь просто итоги подведем и отправимся спать. Давай. Ну что интересного было, расскажи. Ты знаешь, верблюжья ферма была сегодня очень классная, верблюды шикарные. И часовой завод, кстати, там прям классно. Работающие вот эти механизмы, везде какие-то люди, такое ощущение, какой-то огромный, какой-то живой организм, который никогда не останавливается. Я бы по эмоциям за сегодня поставила 10. Хорошо, давай сразу с эмоций. 10. А по историко-культурной ценности, знаешь, тоже 10. Потому что в Булгарах это, само собой, удивительная архитектура, но в Чистополе я как-то проникся этой литературной средой,
пока я стоял в доме музея Пастернака, смотрел в окно и представлял, как он пишет доктора Живаго или стихи «Свеча горела на столе». Вот прямо в этом маленьком Чистополе. Так что я такой сегодня на лирике. В общем, хороший был день. Да. Пойдем спать.